Случалось ли вам когда-нибудь ощущать необъяснимый дискомфорт рядом с человеком, который на словах кажется дружелюбным и милым? Приходилось ли вам чувствовать, что за приветливой улыбкой скрывается что-то неискреннее, тревожное, возможно, даже враждебное? Великий психоаналитик Карл Юнг описывал концепцию тени, той части нашей личности, которую мы стараемся подавить и игнорировать, но которая неизбежно проявляется в наших отношениях с окружающими. Когда человек испытывает негативные эмоции, зависть, презрение, обиду, он может пытаться их скрыть. Но полностью замаскировать такие чувства невозможно. Они всегда находят способы просочиться, проявиться в мелочах, едва заметных, но красноречивых деталях. Сегодня я раскрою 8 безошибочных признаков, указывающих на то, что человек рядом с вами скрывает недоброжелательные чувства, даже если изо всех сил старается это замаскировать. Будьте внимательны. Восьмой признак особенно коварен и способен полностью изменить ваше представление о некоторых людях в вашем окружении. Первое. Ядовитый юмор под маской шутки. Скрытая недоброжелательность редко проявляется напрямую. Вместо этого она часто облекается в форму безобидных шуток, саркастических замечаний и якобы невинной иронии. Такие люди систематически высмеивают то, что для вас важно и ценно. Но когда вы выражаете свое неудовольствие, они немедленно отступают. «Я же просто пошутил. Ты слишком чувствительный. У тебя совсем нет чувства юмора». Это особенно изощренный прием, поскольку он оставляет вас с чувством неловкости и дискомфорта, в то время как другой человек сохраняет образ просто веселого шутника. Обратите внимание, если их шутки регулярно касаются одних и тех же тем, если они систематически задевают ваши уязвимые места, если после их юмора вы чувствуете себя униженным или обесцененным, это не случайность. Это проявление скрытой неприязни. Юнг говорил, что наша тень проецируется на других, и когда человек постоянно использует сарказм для нападок на определенные стороны вашей личности, он невольно выдает то, что отрицает или не принимает в самом себе. Второе. Незаметный саботаж. Люди, которые испытывают к вам скрытую враждебность, могут тонко и неявно мешать вашему прогрессу. Это не обязательно выражается в прямых действиях против вас. Чаще это проявляется в виде искаженных советов, умалчивания важной информации или мелких ошибок, которые в совокупности существенно мешают вам достичь ваших целей. Коллега, который забыл передать вам важное сообщение. Знакомый, чей совет привел к неудаче. Приятель, который случайно упустил критически важную деталь в своем рассказе. На первый взгляд все это может казаться простой неаккуратностью или невнимательностью. Но когда такие совпадения повторяются систематически, задумайтесь, действительно ли это случайность. Юнг объяснял, что люди, не способные смириться с собственными неудачами, могут бессознательно проецировать свою фрустрацию на других, препятствуя их успеху, чтобы самим не чувствовать себя хуже или менее значимыми. Третье. Скрытое соперничество. Некоторые люди не способны искренне радоваться вашим достижениям. Всякий раз, когда вы делитесь успехом или радостью, они испытывают внутреннюю потребность перетянуть внимание на себя, преуменьшить значимость вашего достижения или представить его как нечто заурядное. Вы рассказываете о своем успехе, а в ответ слышите что-то вроде «А я, между прочим, сделал подобное еще год назад. Это, конечно, неплохо, но вот я добился большего. Да это каждый может сделать». Такое негласное соперничество часто произрастает из глубинных комплексов. Юнг утверждал, что проекция тени заставляет людей видеть в других те качества, которые они не способны развить в себе. Те, кто страдает от чувства неполноценности, будут стремиться принизить ваши достижения или вступить с вами в негласное соревнование, чтобы не сталкиваться с собственной неуверенностью. Четвертое. Фальшивая забота. Люди, скрывающие неприязнь к вам, часто маскируют ее под показную заботу. На поверхности они могут казаться внимательными и участливыми, но в их словах и действиях ощущается нечто неподлинное, неискреннее. Когда вам требуется поддержка, они преуменьшают важность вашей проблемы, отговаривают от решительных действий или придумывают причины, почему они не могут помочь. Но самое показательное — их реакция на ваши успехи.
Их энтузиазм кажется наигранным и поверхностным, или его вовсе нет. Почему так происходит? Юнг описывал феномен диссоциации эго, при котором некоторые люди эмоционально отстранены от окружающих, что приводит к внутренней холодности и неспособности искренне поддерживать других. В основе такого поведения лежат серьезные внутренние конфликты. Человек не может принять собственные неудачи, поэтому ваш успех вызывает у него раздражение. Кто-то завидует, но не признается в этом даже себе. Кто-то видит в вас отражение того, кем хотел бы стать сам, но не смог. Такие люди избегают проявлять искреннюю поддержку, потому что тогда им придется признать, что у вас что-то получилось лучше, чем у них. Тот, кто искренне рад за вас, никогда не сделает ваше достижение неважным. Тот, кто тайно завидует или презирает вас, всегда найдет способ обесценить ваш успех. Окружайте себя теми, кто по-настоящему вас поддерживает, а не теми, кто механически улыбается в лицо, но злорадствует, когда вы отворачиваетесь. Пятое. Контроль под видом заботы. Существуют люди, которые стремятся контролировать вашу жизнь, маскируя это под искреннюю заботу и желание помочь. Они уверяют, что хотят для вас только лучшего, но их истинные мотивы совершенно иные. Они критически оценивают каждое ваше решение, заставляя сомневаться в собственной адекватности. Под прикрытием дружеских советов они ставят под сомнение вашу способность принимать решения, постепенно делая вас зависимым от их мнения и одобрения. Почему они так поступают? Карл Юнг считал, что потребность контролировать других возникает из страха перед собственным внутренним хаосом. Когда человек не способен справиться со своими эмоциями и противоречиями, он стремится управлять другими, чтобы избежать столкновения с собственной нестабильностью. Это означает, что те, кто пытается подчинить вас своей воле, на самом деле панически боятся потерять контроль над собой. Контроль под видом заботы– это форма манипуляции, которая разрушает вашу самостоятельность и уверенность в себе. Запомните, настоящая забота не делает вас зависимым, а придает вам силы идти собственным путем. Настоящая поддержка помогает вам расти и развиваться. Те, кто действительно вас любит, не стремятся управлять вашей жизнью. Вы имеете право быть хозяином своей судьбы, не позволяйте никому лишать вас этой силы. Шестое. Сплетни за спиной. Если человек испытывает к вам негативные чувства, он редко выскажет их вам напрямую. Вместо этого он будет обсуждать вас за вашей спиной, распространяя слухи, сплетни и критические суждения, чтобы подорвать ваш авторитет и испортить репутацию. Почему люди сплетничают? Они завидуют. Ваши достижения напоминают им об их собственных неудачах. Они чувствуют себя неполноценными, поэтому пытаются принизить вас, чтобы чувствовать себя значимее. Они опасаются вас и хотят испортить вашу репутацию прежде, чем вы станете еще успешнее. Карл Юнг утверждал, что распространители негатива о других на самом деле проецируют собственные недостатки. То есть они говорят не истину о вас. Они невольно раскрывают собственную природу. Как защититься от сплетников и недоброжелателей? Не реагируйте эмоционально. Сплетники питаются вашей реакцией. Если вы злитесь, оправдываетесь или атакуете в ответ, они получают удовлетворение. Лучший способ– игнорировать или отвечать с холодным спокойствием. Доверяйте только проверенным людям. Не делитесь личной информацией с теми, кто может использовать ее против вас. Сохраняйте важные аспекты своей жизни в узком кругу надежных людей. Действуйте, а не оправдывайтесь. Слухи живут только тогда, когда людям не хватает фактов. Просто живите так, чтобы ваши поступки говорили сами за себя. Помните, если кто-то постоянно плохо отзывается о других, рано или поздно он начнет также говорить о вас. Тот, кто приносит вам сплетни, обязательно унесет и ваши слова другим. Не позволяйте чужим словам влиять на вашу самооценку. Если о вас говорят плохо, это не означает, что с вами что-то не так. Сплетни и критика– это инструменты слабых людей, которые не способны открыто противостоять вам и потому атакуют из тени. Запомните, настоящие друзья говорят с вами, а не о вас. Сильные люди обсуждают идеи, слабые– других людей. Если вас обсуждают за спиной, значит вы впереди. Седьмое. Раздражение на ваш успех.
Люди, искренне заботящиеся о вас, будут радоваться вашим успехам так же, как своим собственным. Они будут гордиться вашими достижениями, поддерживать вас и вдохновлять на новые вершины. Но если кто-то тайно завидует вам, он не сможет полностью скрыть своего раздражения. Как это проявляется? Холодная или отстраненная реакция. Они не хотят демонстрировать свою зависть, но не способны искренне разделить вашу радость. Комментарии, звучащие как шутка, но на самом деле скрывающие обиду и раздражение. Попытки обесценить ваш успех. Они стараются представить ваши достижения как случайность или нечто незначительное, чтобы не признавать вашего превосходства. Конкуренция вместо поддержки, вместо искренней радости за вас, они пытаются перебить, превзойти вас или умалить ваши достижения. Открытая раздражительность и дистанцирование. Некоторые люди даже начинают избегать вас, когда у вас все складывается хорошо. Они меньше общаются с вами, становятся холодными или раздраженными при упоминании ваших успехов. Они испытывают дискомфорт рядом с вами, потому что ваш успех напоминает им об их собственных неудачах. Не тратьте энергию на тех, кто не способен радоваться за вас. Запомните, те, кто действительно заботится о вас, будут гордиться вашими успехами. Те, кого раздражают ваши достижения, никогда не были вашими искренними друзьями. 8. Язык тела не лжет. Негативные эмоции всегда находят выход в невербальных сигналах, даже если человек пытается их скрыть. Тело выдает истинные чувства помимо воли. Как говорил Юнг, тело и бессознательное никогда не лгут. Человеческая интуиция – мощный инструмент. Если вы ощущаете, что что-то не так, скорее всего, это правда. Как защитить себя от людей, скрывающих недоброжелательность? Доверяйте своей интуиции. Если что-то кажется странным, даже если человек внешне дружелюбен, не игнорируйте свои ощущения. Наблюдайте за человеком в разных ситуациях. Если он искренне радуется за вас, это всегда заметно. Если он раздражается при ваших успехах, но старается это скрыть, его жесты выдадут правду. Ограничьте контакт с теми, кто притворяется. Если человеку приходится делать вид, что он рад за вас, значит, он не является вашим союзником. Слова могут лгать, но тело говорит правду. Если ваша интуиция подсказывает, что человек завидует вам или скрывает враждебность, скорее всего, так оно и есть. Настоящие друзья не заставляют вас сомневаться в себе. Запомните, если вам приходится гадать, хорошо ли человек к вам относится, значит, ответ уже очевиден. Как защититься от скрытой недоброжелательности? Теперь, когда вы знаете 8 безошибочных признаков скрытой враждебности, важно понять, как защитить себя от таких людей и их влияния. Первое. Доверяйте своей интуиции. Если вы чувствуете дискомфорт рядом с человеком, даже если он ведет себя дружелюбно, не игнорируйте это чувство. Ваша интуиция улавливает малейшие сигналы, которые сознание может не осознавать. Второе. Устанавливайте границы. Не позволяйте таким людям использовать вас или влиять на ваше эмоциональное состояние. Четко обозначайте свои границы. Мне неприятны такие шутки. Я не хочу обсуждать эту тему, я ценю свое достижение и не нуждаюсь в сравнении. Если человек продолжает нарушать ваши границы, это делается осознанно. Третье. Не играйте по их правилам. Некоторые люди пытаются втянуть вас в свои игры, заставляя сомневаться в себе, вступать в соревнования или оправдываться. Не поддавайтесь. Если кто-то использует сарказм, спокойно спросите, «Тебе действительно нужно так выражаться?» Если кто-то принижает ваш успех, скажите «мне важно то, чего я достиг, и мне не нужно чье-то одобрение». Если собеседник постоянно переводит разговор на себя, не реагируйте. Такие люди ищут признания, а не диалога. Четвертое. Ограничьте общение. Если вы видите, что человек систематически подрывает вас даже после попыток установить границы, сократите контакт. Не делитесь с ним важными для вас вещами, не ждите от него поддержки. Если возможно, дистанцируйтесь. Пятое. Оценивайте людей по их поступкам. Слова ничего не значат. Поддерживают ли они вас в сложные моменты? Радуются ли искренне вашим успехам? Не используют ли они ваш успех против вас? Настоящие друзья не заставляют вас сомневаться в себе.
Шестое. Работайте над своей самооценкой. Чем сильнее ваша уверенность в себе, тем меньше влияние таких людей на вас. Не ждите одобрения от других. Не пытайтесь доказать свою ценность тем, кто не хочет ее признавать. Научитесь радоваться своим победам, даже если никто не поддерживает вас. Седьмое. Создавайте окружение, которое вам подходит. Если кто-то постоянно саботирует вас, критикует или негласно соревнуется, спросите себя, почему этот человек все еще рядом со мной? Окружайте себя теми, кто искренне радуется за вас и вдохновляет вас. Помните, ваш успех, ваша радость и ваша жизнь не должны зависеть от чьего-то скрытого одобрения. Вы заслуживаете людей, которые видят вашу ценность без борьбы и соперничества.